Друзья, всем привет! Как я и обещал, поскольку прошлое видео благодаря вам набрало 50 лайков, я сразу же приступил к работе над этим видео. Но, к сожалению, выход видео пришлось несколько раз отложить. Но прямо сейчас вы отправитесь в большое путешествие по Турции со мной. И поскольку Турция не настолько дорогая страна, я решил попробовать, получится ли вписаться в бюджет всего-навсего $100 на путешествие в 1300 километров по Турции на велосипеде. Конечно же, без учета всяких форс-мажоров. Навскидку этого как раз должно хватить. И к вам большая просьба. Я узнал, что алгоритмы YouTube продвигают видео, только если комментарий имеет более 4 слов, поэтому я вам буду очень признателен за подобные комментарии. Так что приятного просмотра, let's go! Так, день вылета моего в Турцию, подготовка идет всем ходом. Решил в последний раз заехать на тренировку по армрестлингу перед Турцией. Та він хімік. Ти подивись на його руку. Сегодня ночью вылетаю из Харькова. В Полтаве вообще идет дождь. Я узнал, что вчера в Стамбуле было землетрясение. Магнитудой 5,8 баллов даже разрушила один минарет в центре города. Так что надеюсь, что у меня будет все окей, но сколько я ни разу не видел землетрясения, я бы почувствовать, как это, только не сильно. Надеюсь, нет, ничем не привалит. Постригся на райончике. Так стриг меня Эдик. Парикмахер. Нетрадиционной ориентации. Я довольно-таки неплохо подстриг. Говорит, у меня все только по записи. Тебе повезло. Такими габаритами велосипеда еле-еле в калитку пролез. Еще плюс к спине у меня огромный рюкзак. Это многовато вещей получается. Двигаюсь на ЖД вокзал. Интересно, как меня с этим всем будет пускать в поезд. А в Харькове договорился с блогером. Куплю очень полезную штучку для своего путешествия. Вот только-только выехал, уже первая проблема. Баул не дает нормально крутить педали. Я за него цепляюсь ногами. Надеюсь, как-то получится это решить и закрепить его чуть-чуть подальше, потому что он крепится за подседельный штырь, и его не особо подвигаешь. Что что-то думать в Турции уже, видимо. Сейчас приходится крутить пятками. Я до сиденья еле достаю. Все в шоке, почему я с такой фигней еду на багажнике. Люди говорят, о боже, ты сейчас это... Увидев эту всю фигню сзади моего велика. Еле-еле успел на поезд. Велосипед. Кстати, мне довольно-таки повезло с проводниками, потому что велосипед я даже не разбирал, мне ничего не сказали. Так целиком и положил. Уже подъезжаю к Харькову. Пытаюсь включить камеру новую. И что-то она нифига не включается. Прикольно. Нервишки мне эта камера, конечно, потрепала. Я вытащил и ставил батарею, то теперь работает. Надеюсь, в путешествии все будет нормально. Как же мне телепортироваться через такой узкий проем? Прям настоящая уличная магия. Уже будто традиционно путешествие начинается с Харькова. Сейчас я еще заеду за одной весьма интересной вещицей для моего путешествия к велоблогеру, и канал его называется Велотурист Кравец. Ссылочку вы найдете под видео в описании. Туда ехать 19 километров, посмотрим, за сколько я туда доеду. И камера почему-то опять выключилась, так что как-то так себе начало. В Харькове тоже встречаются очень довольно-таки красивые места. Прямо-таки город контрастов. Держитесь правее, сзади правее. Фига себе, Харьков круто забабахали. Какие прям мосты. Сбили велосипедиста, походу. А ты должен рот закрыть! Ты должен рот закрыть! Да вы кто такая вообще? Мне что-то тут рассказывает. Гражданка Украины! Ты Садитесь, должен, едьте ты дальше. должен рот закрыть, извиниться! До и сказать, свидания. что тебе сделал! До свидания. Сейчас! До свидания! Скотина Так она стоит на меня орёт. Правильно я делаю! Видит человек. Спасибо, боится. Конечно! Куда он не поедет? Нормально вообще, еще я понимаю! Хорошая погода, я его видела, пропустила, прёт на свет! Я его не видел.
видел. А что ты смотришь? Потому что стойка была, а в зеркало ударил. Вы понимаете или Ты нет? даже не притормаживал. Потому что я тебя не видел. Я тебе даже посигналил еще, блядь, заранее. Вот ты улетишь. Это вообще не Ёбаный. В общем, как вы уже поняли, таксист сбил велосипедиста. Я там стоял, думал, может нужна помощь какая-то. Но все хорошо обошлось. И сами нормально разобрались. Тетка там боевая становилась. Пошла дорога с препятствиями, ремонт трамвайных путей. Движение очень узкое. По очереди все едут. И да, дороги здесь, наверное, похуже, чем в Полтаве с такими рельсами. Как обычно, навигатор меня завел в какую-то жопу. Видимо, сокращаю путь, что ли. Вот что показывает навигатор. Наконец-таки мы подъехали. Дорога, конечно, была что-то жестковатая. Что-то меня начало путешествия не особо задалось. Во-первых, велодержатель не хочет держать телефон. Во-вторых, с рюкзаком проблема. Змейка расходится. И это все только начало. Здравствуйте. Он мне даже помог установить этот прибор на велосипед. Посидели только что, пообщались. Он меня пригласил, напоил чаем, бутербродами. Я продолжаю путь. А та вещь, которую я у него приобрел, это вот такая вот штучка, которая крепится где на втулке и заряжает телефон. То есть я смогу быть полностью автономным в дороге. Походу это драгрейсинг. Я думаю, что-то слетают ненормальные вообще с такими скоростями. Заряженный «Жигулик». Подъезжаю к аэропорту Харьков. Да, по аэропорту еще на велике не катался до этого. Прошел проверку. Сейчас буду собирать велосипед в коробку. Еле впихнул его сюда с вещами. Уже думал, не влезет. В общем, вес оказался 37 килограмм. Разрешено только 32. Поэтому придется сейчас что-то перепаковывать, думать. Это есть контрольные весы. Перепаковался. Теперь 32 килограмма. Нервы не поделились с этим грузом. Привезли мне мою коробочку. Я не знаю, собирать мне его прямо сейчас здесь или куда-то с ним выйти дальше. Наверное, проще будет здесь. Но на самом деле при сборке велика все было не так гладко и быстро, как хотелось бы. Ну, тут обнаружилась довольно-таки серьезная проблема. Оказывается, болт сорвало. Вырвало под нагрузкой просто из алюминиевой рамы резьбу. А без багажника далеко я не уеду. У меня был запасной вот такой болт. Сейчас попробуем отремонтировать. Советские болты решают. За счет того, что он был подлиннее, он, видимо, достал до резьбы, которая была целая, и держится теперь. Неплохо. Кстати, вот как сжала бутылку в самолете, потому что она была в салоне. Я обнаружил, что у меня кто-то будто бы сгрыз зубья на звездочке. Тем временем я катаюсь по Стамбульскому аэропорту. Здравствуй, Турция. До города ехать 31 километр. Выезжаю из аэропорта. Тут, оказывается, даже есть велодорожка.
не тот ли это минарет, который разрушило землетрясением? То самое чувство, когда ты понимаешь, что увлекся краевидами и зря поднимался на гору хрен знает сколько. И ядрить, колотить. Да, вот тут крутые. С грузом вообще самый кайф. Блин, она же вертикальная. Сейчас перевернусь еще. Черт, это покруче Крыма. На камере не особо видно угол подъема, поэтому посмотрите просто на этот дом. Я понял, турки решили сделать дорогу американские горки. Все время подъемы и спуски. Меня навигатор привел к встречке и хочет, чтобы я по ней ехал. Видимо, придется искать другой путь. Прикольная штука. На велике зато хоть можно проехать. Я понял, в чем прикол этой фишки. В том, что в одну сторону надо пропускать, а в другую нет. Она сделана под таким углом, что в другую сторону просто проколет шины. В общем, я не выдержал, решил остановиться покушать, потому что уже руки начали дрожать. Это такое удовольствие просто. Я не знаю, когда я последний раз такое удовольствие получал от еды и от воды. Я не завтракал еще. Вот мой завтрак. Остановился в таком местечке красивом, но мусора вообще немерено просто. В общем, только что поглотил просто всю еду буквально за мгновение. Теперь так хорошо. А это, я думаю, стоит заснять. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same Так, stuff. стоп. Мне не сюда. Make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. Навигатор уже подзадолбал вести не по таким вот улочкам непонятным. Но уже, слава богу, подъезжаю. Место я буду сегодня ночевать. Я снял комнату на Airbnb. Потому что в Стамбуле сложно найти место, где поставить палатку. А море? Наконец-то я увидел впереди себя долгожданное море. И Стамбул и правда таки здоровенный. Как же прикольно выглядит общение с турками на пальцах просто, потому что никто не говорит по-английски, и они просто на пальцах объясняют. Вот сейчас дали мне номер бумажечки, точнее на бумажке написали номер, чтобы я нашел того парня, у которого я буду жить, и он мне говорит тоже по-английски. Сюрприз. Я приехал наконец-то к этому месту, было довольно-таки сложно найти. Вот хозяин дома. Burada çok güzel yerler var. Вот так вот через переводчика приходилось общаться, но он немного все-таки говорил по-английски. I heard that there are some interesting places in this area. Ya. Kadıköy'e gidip vapurla geçmen gerekiyor. Denizi kullanman lazım. You have to go to Kadıköy and get on the ferry. You need to use Denizli. And if I want to go with my bicycle, Ya. can I use a bridge with bicycle? Bridge. Bridge. Bye. Bye. Yeah, my bicycle. Ya. No. Köprüde bisikleti kullanman yasak diye biliyorum. Onun yüzden de vapurla geçmen gerek. I know it's forbidden to ride a bike on the bridge, so you have to get on a ferry. So I think if I will try to go by bike there, the police will come and take me, or Eğer polis tarafından gitmeye çalışacak. do it? Ya. Okay. How much is the ferry? And can I go into ferry with a bicycle? Ferry? Yeah, the ship. В общем, потом он мне рассказал, как мне добраться до азиатской части Стамбула. С велосипедом туда можно попасть только на пароме, потому что пешеходный переход и переезд на велосипеде по мосту запрещен. Дело в том, что залив Босфор разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую часть. И большинство достопримечательностей находится как раз в европейской части Стамбула, а я сейчас нахожусь в азиатской его части. В этом жилье был поломан душ. То есть эта штука была внизу порвана полностью. Из нее со всех сторон струилась вода. Вот этот рассеятель воды. Кстати, кто знает, как он называется, напишите в комментариях.
Нельзя было вообще сюда прикрутить. Но взял его, отремонтировал. Кстати, после аэропорта у меня нету, как вы заметили, переднего щитка. Потому что алюминиевая штука, которую я держала, просто отломилась. Оно в коробке при транспортировке загнулось. Сейчас буду что-то думать. Еще я заметил вот такую вот интересную штуку. То у меня, там где не было защиты, просто стерлись зубья. Я точно не уверен, сделали это я еще в Полтаве. Или это при транспортировке, возможно, его тянули. И на самом деле грань такое, как будто бы просто болгаркой спилена. Интересно, смогу ли я починить щиток, потому что возить его с собой не особо удобно, выбрасывать жалко. Кстати, при сборке велосипеда больше всего времени потратил на установку вот этих вот флягодержателей. Надеюсь, что вещь хорошая, потому что еще не испытывал. Но цеплять их не особо удобно. Время уже 16:30. Я только выехал гулять по Стамбулу. Я думал полчасика по Кемарию, а проснулся через 4. Честно говоря, я почти 2 ночи не спал. Довольно-таки сильно устал, поэтому нужно высыпаться. И мне нужно сейчас поменять деньги. И мне турок сказал, говорит, что можно в банкомате поменять деньги. Сейчас будем пробовать. В банкомате есть кнопочка Exchange. К сожалению. Нужно будет попробовать завтра с утра. Просто интересно. Только что пообщался с очень прикольным мужиком. Он говорил идеально, кстати, английский практически, естественно, с акцентом, но с ним хотя бы можно было поразговаривать. И он мне посоветовал побольше видео выкладывать, как я общаюсь с людьми на пальцах. Говорит, большинство турков, им пофиг, если их снимают на видео, они даже это любят. Мама говорит, исключение. Говорю, ЦРУ, видимо, прячешься. Do you know where can find money change? Money change. Money change. Karşıdan. I Karşıdan. have dollar. Kaç para? Yeah. Kaç para? Uzbek. You have? Türk parası mı lazım? Yeah. Türk parası. Abi sana Türk parası mı lazım? Türk parası mı lazım? Buranın manesi mi lazım? Here? Şu kuyumcuya lazım, şu kuyumcudan. Я, конечно, тоже хорош, что не посмотрел по сторонам. Но, блин, он что, 3 минуты совещался, чтобы сообщить мне, что обменный пункт находится напротив? Buraya gel. And which one is dollar? Aynen. Ver paramı git buzdurayım. Ah. Buraya gel. Şuraya git, paranı ver, sana Türk parası versin. Вот как выглядит турецкий обменник денег, чтобы вы понимали, почему я спрашивал, какой из них доллар. Не знаю, это хороший курс или не особо хороший курс. По сути, даже не знаю, какой из них доллар. У меня была с собой одна немного надорванная 50-долларовая купюра, и я решил попробовать, обменять ли мне ее здесь, в Турции. Can I change $50? No? Не прокатило. No. Короче, курс 5,6 лир за $1. Странно. Do you know where can find the SIM card? SIM card. Well, do you speak English? Yes. Oh, perfect. I need a SIM card with the internet, the cheapest possible. But you have to speak slowly. Okay? Huh? Mister. How can I help you? So I need a SIM card with internet and the cheapest possible. So I just need internet. But we have not internet right now. I mean, I need a SIM card with the internet. SIM card. You can find another shops. Okay. 3 durak sonra sağda mı? Evet. If you go on that road, you will see after the 3 bus stop on your right side, okay? Okay.
Thank you so much. Кстати, то, что вы сейчас видели, это было традиционное приветствие турков. Это мужчины так здороваются, касаясь головами. Но подобное касание висками свойственно только близким друзьям или родственникам. Hello, sir. Do you speak English? A SIM card for phone. Buy SIM card. Where can I find it? I don't know. Yeah, SIM card for cell phone. It's SIM card. No. Okay. Кстати, у турков, вот как мы мотаем головой, говоря отрицание, так у них поднимание головы обозначает нет. So do you know where I can find a SIM card? What kind of SIM card? Turkcell or Turkcell, I don't know. Which one's better for internet? first right or second right? You will see. Okay, thank you so much. Hello. Do you speak English? No. It's SIM card, internet. Sim kart internet. Heh. Türk Telekom. Sim kart var mı? Sim kart есть? Русский понимаешь? Да, русский понимаю. Sim kart есть у тебя? Не, я хочу купить SIM карту. Сейчас у меня Vodafone есть. Türk Telekom не будет сейчас. Türk Telekom 200 метров и шел petrol есть. Бензин. Ага. Да, наверх. Я понял. Нет. Спасибо большое. Вам спасибо. У них прикольная фишечка. Если говорить спасибо, не всегда говорят спасибо вам тоже. Прикольно. Но по сути это их аналог нашего «пожалуйста». Кстати, судя по мотоциклистам, можно понять, что мы находимся в Азии, потому что Азия известна своими бешеными мотоциклистами. Им нет разницы, что ехать по проезжей части или по пешеходному тротуару. Ну, в общем, я здесь нормально вписываюсь, так. Do you know where I can find Turkcell SIM card? I think you find this right. 200 meters. Okay, thank you. Мужик чуть не убился. Он тоже на велосипеде. Я его обгонял, он хотел повернуть. Он резко по тормозам дал по переднему. Меня не увидел. Чуть через руль не улетел. Молодец хоть. Нормально отделался. Не упал. Это было смешно. Жаль, я не заснял. Hello. I need a Turk Telecom SIM card for internet. İnternet istiyor. Number? Seçenek. I need to buy a SIM card. Hadi sim kart satın alacağım. Yeni sim Yeni kart. sim kart. Yeni sim kart. Yeah. Geldi. 10 lira. 10 GB. Oh. I have something cheaper. Hediye geldi. Bunu Something cheaper. В общем, они мне сказали 20 баксов за сим-карту, по сути, 115 лир. Что-то дофига очень. Если так, то я обойдусь без интернета. Cheaper. Tek seçenek. Okay, thank you. There's only one option. Судя по всему, они неправильно еще сказали, не 115 лир, а 150 лир, Yeah, but что too по much сути for me. 26 баксов. Why the SIM card is so expensive? Why so much? 150 gene. 40 lira in Germany. But Germany is much more expensive than Turkey. Я читал на форумах, что для туристов делают часто больше цену, поэтому решил у него сейчас это уточнить. Is it 130 is for tourist or? Türk 150, Turist 150. Okay. Видимо, придется мне обойтись без сим-карты здесь. Но для уверенности я решил зайти еще в один магазин. Where can I find used SIM card? А там мне сказали, что можно купить бэушную сим-карту. Okay, thank you. İyi günler. Evet. Thank you. Ah. İyi günler. Ильгальнар. Наглядная демонстрация, как круто работает Maps.me с велосипедом. Вот я, вот куда мне нужно. И вот как она мне показывает, туда нужно доехать. А вот если на машине.
А здесь стоит вот такой вот раритет паровозик возле главной станции метро. В общем, это был последний магазин, в котором я спросил про сим-карту. Мне надоело, и я решил купить просто бублик и ехать наслаждаться городом. Он называется Халкат Атлысы. По сути, это турецкий сладкий фастфуд. На вид такое ощущение, будто он пропитан жиром, но на самом деле это сироп. Довольно-таки интересный на вкус, так что если будете в Турции, обязательно стоит такое попробовать. Кстати, в Турции, как и у нас, футбол является самым популярным видом спорта, и в этой стране тоже очень много футбольных фанатов. Еще в Турции очень популярны каштаны, они продаются тоже на улице, на каждом шагу, чаще всего в жареном виде. Но это совершенно не те каштаны, которые растут у нас. Довольно-таки неплохо. А это тот морской вокзал, про который мне рассказывал хозяин дома, в котором я живу. Отсюда отправляются паромы в европейскую часть Стамбула. И отсюда жители и гости города наблюдают за отплывающими кораблями на фоне необычайных цветов заката. Стамбул является уникальным городом не только потому, что он расположен и на территории Азии и Европы одновременно, но и тем, что это самый большой город Европы, и за всю свою историю он успел побывать столицей 4 огромных государств и империй. Византий, Новый Рим, Константинополь, Царьград и Стамбул – это все 4 имени, которыми называли Стамбул в разные времена. Когда он был столицей Римской, Византийской или Восточно-Римской, Латинской и Османской империй. А в списке самых больших городов мира Стамбул вообще внезапно 4-й после китайской тройки, после Чунцин, Шанхая и Пекина. Его население составляет аж 15,5 миллионов человек, что является более чем 18% населения Турции. Столь важное историческое значение Стамбул приобрел благодаря своему географическому положению на пересечении очень важных торговых путей и очень хорошему климату. Да и вся Турция имеет очень выгодное географическое расположение и климат. А свое современное имя Стамбул обрел в 1930 году. Турецкий лохотрон. Kardeş. Türkçe bilmiyor musun? На другую сторону Босфорского залива можно попадать только либо на автомобиле, либо на пароме. Но поскольку паромов в такое время уже нету, точнее последний будет через полчаса, то есть вернуться я уже не успею. Я решил испытать удачу и попробовать доехать на велосипеде докуда получится, через туннель. А здесь как раз стоят копы. Ну, думаю, надо пообщаться. How do you get to another side? Where are you going? I want to go to another side of the bay. Right. Okay. This is the bike to no entry tunnel. This turn right, okay?
Okay, and is there any bridge where we can use bicycle? Rich bicycle go to everywhere. Everywhere. Where is it? Where is that? This turn right, look at the traffic lamp. Traffic lamp is very big. Come back. This is navigation. You have to go to Aksaray. Taxi square. Taxi? Taksim square, taxi. There is a bridge for bicycle? Bridge bicycle, free bicycle bridge. Okay, free. Free. So there and there. Yeah, turn right, traffic lamp, come back this way, go to after green table, Okay. Turkish Pride, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Turkish Pride. Короче, он втирал какую-то дичь, что я вообще не мог понять, пока не пришел этот мужик. You are going to metro. This is free. Ah, for Yes. in metro. Yes. Ah, now I You are understand. going. Прикольный разговор с копом был. Я его ни хренняки вообще не понял. Потом мужик какой-то левый пришел, говорит, ты, говорит, можешь в метро проехать с великом просто бесплатно. Я так понимаю, что именно это коп и пытался все это время сказать. А здесь как раз находится въезд в этот туннель в европейскую часть Стамбула. Значит, туда я же попаду завтра, а сейчас мне нужно разыскать станцию метро, где можно сесть на поезд. И даже нету у кого спросить. Помогли мне найти метро, а теперь отправляюсь наконец-то на поиски дома. Неплохо так за витриной стоит Макларен. Оказывается, Халк открыл в Турции свой банк. Жесть какая-то. Уже 4 раза проехал по этой улице, не могу найти свой дом. И плюс сейчас все кафешки закрывались. Все выглядит совершенно по-другому, чем до этого. А дома все одинаковейшие. Еле-еле нашел дом. Пригласили меня турки к себе, сейчас будем с ними общаться. Hey guys, don't you mind if I film you a little bit? Hi, Alex. Hi, Veysel. Nice to meet you, bro. Can I sit? Sure. Perfect, but I see. Türkiye. O esnada Türkiye. We met Veysel, Mert and me. We are college student here. Marmara University, you know. We are study here. What happened? You cycle for Turkey. All of them. I will. You will. Yeah. Okay. Turkey. I'm gonna go to Giresun. 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 Giresun very. I was thinking whether I should stay here for one night or 2 nights. So like I would ask him if I can stay one more night because I was too tired today. I didn't sleep for 2 nights. And like I was planning to see like Istanbul for one entire day, but I slept half of a day today. Okay, I know. So I have to do it tomorrow. Alo, seninkine veriyorum bekle. Seninkine veriyorum. Alo, who? My friend, my homemate. Hi. Yeah. Hi, how you doing? Alex. Ты говоришь по-русски? You Fenerbahçe. speak English? He's Fenerbahçe fan. You know Fenerbahçe? He says something. Şu an stresin dönemden geçiyoruz yol. Onunla alakalı bence. But you must careful in Konuşuruz Turkey. ya. Soyunca You mean drivers? Drivers or Turkish people, you know, maybe you heard this. Someone is very rude, maybe. Someone is very kind. Like of Junior. like of us. I was also like a little bit living in Singapore. She's massage in Singapore. It's happy ending. Have you been to Singapore? Just I know. Друзья, в следующей серии я расскажу о том, сколько стоит поехать на отдых в Стамбул без туров, что можно посмотреть, сколько все стоит, где лучше снимать жилье и на каком транспорте удобнее передвигаться по городу. Так что подписывайтесь, если еще не подписаны, жмите лайк. И когда это видео наберет 60 лайков, я смонтирую и выложу следующую серию о Турции.